Вы давно просили снять ролик про масло черного тмина. На самом деле я это масло люблю и есть что сказать о нем. В этом ролике я расскажу о мифах про масло черного тмина, о его полезных свойствах и о противопоказаниях. Также сравню масло черного тмина с оливковым, льняным и в последнее время популярным кокосовым маслом. Перед тем, как рассказать про пользу масла черного тмина, хочу несколько хороших слов сказать про это растение. Черный тмин широко используется в тибетской медицине. Он входит в состав многих сборов. Масло черного тмина используется на Востоке издревле, и ему приписывают различные хорошие, полезные свойства. И не зря. На самом деле с этим растением я знаком с самого детства. И с маслом черного тмина я тоже имею дело с самого детства. Мой дедушка, когда я обжигался или когда я ранил кожу, всегда местно использовал масло черного тмина для обеззараживания. И он всегда говорил, что это один из самых сильных антисептиков, растительных, природных антисептиков. Но, к сожалению, в последнее время я читаю такие статьи, которые создают мифы про это масло и про это растение. В основном я нашел два мифа, о которых я хочу рассказать вам и тем самым предостеречь вас. Первый миф, что масло черного тмина лечит рак. Это не так. Масло черного тмина не лечит рак. И если вы будете лечить рак маслом черного тмина, вы упустите драгоценное время для того, чтобы избавиться от рака. Рак лечит только в специализированных лечебных учреждениях. Даже тибетская медицина не сможет вылечить рак. Если вам скажет какой-то доктор тибетской медицины: приходите, я вылечу рак, бегите от него. И второй миф. Масло черного тмина возводит, как будто это антибиотик от всего. Но на самом деле, конечно, это не так. Масло черного тмина – это хороший антисептик, но ни в коем случае не антибиотик. Поэтому какие-то воспалительные процессы, когда в организме, не нужно пить масло черного тмина. Тем более в большом количестве. На самом деле больше, чем 1 чайной ложки масла черного тмина в день нельзя принимать. Масло черного тмина в большом количестве содержит тимохинон. И еще там много фитостеролов, а в частности бета-ситостерол. Масло черного тмина имеет ряд очень хороших положительных свойств, о которых сейчас я расскажу. Первая, самая важная функция масла черного тмина – это антиоксидантная активность, так как мы уже сказали про тимохинон, а тимохинон он очень сильный антиоксидант. Чем важны антиоксиданты? Вот антиоксиданты, они связывают свободные радикалы. Они образуются в результате жизнедеятельности клеток нашего организма. Например, печку мы топим дровами, и дым, мы должны сделать дымоход, чтобы дым выходил наружу. Если дымоход не сделаем, мы же все угорим и умрем. Также вот антиоксиданты, вот это свободные радикалы, если мы их не будем нейтрализовывать, они повреждают наши клетки, сосуды, наш организм изнутри. А вот антиоксиданты их нейтрализуют. Вот в чем польза антиоксидантов. У нас есть антиоксидантная система собственная. И эта система с возрастом ухудшается. Работа снижается, плохо работает. И нам нужно всегда использовать какие-то антиоксиданты. Вот масло черного тмина, я считаю, что один из самых природных и самых полезных антиоксидантов. Помимо антиоксидантной активности, у этого масла множество других полезных свойств. Второе – это противовоспалительное действие. Это действие масла черного тмина связано с антиоксидантной активностью. Когда я говорю про противовоспалительные действия, я всегда вспоминаю, как мой дедушка от суставной боли применял масло черного тмина. И он всегда говорил, что когда я пью в течение месяца, 2-3, через какой-то момент у меня боли в суставах вообще уменьшается, практически проходит. Когда мы говорим про противовоспалительные действия черного тмина, мы здесь имеем в виду против воспаления вялотекущих, естественных воспалительных процессов, таких как деформирующий артроз. С возрастом наши суставы постепенно разрушаются, и какой-то воспалительный процесс происходит. И когда мы употребляем масло черного тмина, это воспаление не так быстро
идет. Или вот при накоплении висцерального жира, разные воспалительные процессы, когда мы пьем масло черного тмина, но при этом соблюдаем диету, делаем двигательную активность, тогда эффект улучшается и все это ускоряется. А вот его применять как противовоспалительное лекарство не стоит, так как масло черного тмина быстро не работает, резко не работает, и если воспаление сильное, оно не сможет подавить. Этот процесс медленный, накопительный. Третье действие масла черного тмина – это антидиабетическое действие. Выражается тем, что масло черного тмина улучшает чувствительность клеток к инсулину. Еще масло черного тмина очень благотворно влияет на бета-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы, тем самым восстанавливает и улучшает функцию поджелудочной железы. Также может снижать глюкозу натощак, но это происходит из-за того, что улучшается чувствительность клеток к инсулину. Инсулин лучше работать начинает и эффективнее снижает уровень глюкозы, уровень сахара. Но это не нужно воспринимать как лекарство, тем более от сахарного диабета второго типа. И когда мы употребляем понемногу масло черного тмина ежедневно, все эти действия проявляются в нашем организме. Но это профилактическое действие. Поддержка иммунитета происходит за счет того, что стимулируется выработка гамма-интерферона клетками сосудов, фибробластами и НК-клетками иммунной системы. Гамма-интерфероны – это такие вещества, которые привлекают иммунную систему к месту проникновения вируса. И тем самым употребление масла черного тмина улучшает именно противовирусный иммунитет. Пятое свойство – улучшает липидный профиль. Так как масло черного тмина содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, то он благоприятно влияет на мембраны клеток, на которых увеличивается количество рецепторов к захвату липопротеинов низкой плотности. И еще в масле черного тмина много фитостеролов, а в частности бета-ситостерол, и он тоже помогает снижать уровень холестерина. Шестое свойство – это польза для мужчин. Масло черного тмина считается, что улучшает качество и количество сперматозоидов. На самом деле в тибетской медицине именно в препаратах для улучшения качества сперматозоидов используется само растение черный тмин. Как у любого продукта, у масла черного тмина, конечно, есть некоторые противопоказания. Первое, самое главное и неоспоримое – это индивидуальная непереносимость. Но если вам не подходит продукт, то вам нельзя, не надо пытаться употреблять этот продукт. Я в своей практике всегда употребляю этот продукт на регулярной основе. Иногда бывает, что пропускаю в отпусках и так далее, но я употребляю. И действительно я чувствую его свойства. Но второй – это неприятный вкус и запах. Но здесь уже надо выбирать либо вкус, либо польза. Для меня этот вкус тоже неприятный, но я его употребляю как полезный продукт. А у полезных продуктов не всегда бывает вкусный. Аллергические реакции, здесь, наверное, тоже как индивидуальная непереносимость. Кому-то дает, кому-то нет. Далее, нельзя беременным женщинам и нельзя детям до 3 лет, говорят. Но здесь никаких исследований не было, поэтому нельзя, можно, здесь никто. Так как эти люди в зоне риска, лучше им не употреблять. Давайте сравним масло черного тмина с оливковым маслом, с кокосовым и с льняным. Сейчас на экране вы видите картину, где я сравниваю 4 вида масла. И если мы рассмотрим противовоспалительные действия, масло черного тмина здесь, конечно, очень сильное, льняное масло умеренное, кокосовое масло, слабое, они вообще не имеют противовоспалительных действий, а вот оливковое масло умеренное. Противовоспалительные действия, как мы знаем, исходят от антиоксидантных свойств. И здесь у масла черного тмина тимохинон есть, который усиливает это действие. Второй. Баланс омега-3, 6, 9. Масло черного тмина хорошее, но больше омега-6. Здесь, конечно, самые выигрышные – это льняное масло, очень хорошее, и оливковое. Оливковое масло имеет омега-9, это альфа-линоленовая кислота, которая в нашем организме превращается в омегу-3. А вот кокосовое масло, оно вообще не имеет омега-жиры. Здесь хочу один момент отметить. А почему кокосовое масло, вы спросите? Потому что вы спрашиваете, и я вижу, что многие люди об этом говорят. Поэтому решил включить
для того, чтобы в сравнении посмотреть. Дальше, если смотреть поддержка иммунитета, здесь, конечно, масло черного тмина выигрывает, потому что я уже рассказал, а остальные масла умеренные, слабые, но оливковое масло тоже умеренное, чуть выше умеренного даже. Да? Кожа, волосы, ногти. Масло черного тмина питательное масло, имеет хорошую проницаемость, переваривается хорошо, из-за этого очень хорошо воздействует на все наши клетки и ткани. Льняное масло, я об этом говорил, что оно не очень хорошо переваривается. Кокосовое масло здесь имеет хорошие показатели, потому что оно хорошо увлажняет кожу, волосы, ну и ногти тоже. Что можно сказать по этому сравнению? Вы видите, что по свойствам каким-то противовоспалительным, антиоксидантным и так далее у масла черного тмина намного превышает другие масла. Но по универсальности, по сбалансированности омега-3, где много содержится, это, конечно, оливковое масло. Вы должны иметь в виду, масло черного тмина нельзя употреблять больше 1 ложки, чайной ложки. Оливковое масло мы можем хоть 100 грамм употреблять, если нам как бы неважно калорийность, да? Как суперфуд, как куркуму, имбирь, черный перец и так далее, да? Как специи, как продукты, которые влияют на наше здоровье. Масло черного тмина стоит иметь. А вот как масло, которое мы употребляем на постоянной основе в виде добавки к салату, каше и так далее, конечно, здесь более сбалансированным, более привлекательным является оливковое масло. Поэтому я бы рекомендовал, если кто-то хочет масло черного тмина употреблять, то употреблять в виде суперфуда. При этом вы можете употреблять с ним другие виды масла, те же льняное, те же оливковое масло, ну кокосовое, я не знаю. Исходя из сравнения, вы видите, что это масло практически бесполезное. Поэтому масло черного тмина можно употреблять 1 чайную ложку в день с утра.